Фаршированные кабачки-лодочки с оригинальной начинкой хочется приготовить для удивления гостей или чтобы порадовать себя чем-то необычным. Для начала кабачки или цукини нужно вымыть и обтереть. Разрезать пополам для удобства. Обрезаю дно, чтобы они были более устойчивыми. Но это не обязательно. Дальше нужно достать середину. Обвожу ножом вокруг сердцевины, как бы намечая контур. И достаю ложкой мякоть. Здесь будьте внимательны и не зачерпните слишком много, чтобы донце осталось невредимым. Мякоть нам пригодится. Список продуктов для этого рецепта вы найдете в описании под этим видео. Выкладываю лодочки на лист с пергаментом. Наливаю растительное масло и покрываю внутреннюю часть кисточкой. Дальше специи какие есть и какие нравятся. У меня соль, копченая сладкая паприка, прованские травы. Отправляю в заранее разогретую духовку до 190-200 градусов минут на 15. А тем временем репчатый лук нарезаю мелкими кубиками и обжариваю его на сковороде с растительным маслом несколько минут. Шампиньоны также нарезаю кубиком помельче и кладу к луку. Сюда же добавляю черный молотый перец и, если хотите, соль по вкусу. Вот и мякоть из кабачков пригодилась. Также нарезаю мелко. Удалите, если есть крупные семечки. Отправляю в последнюю очередь в сковороду и обжариваю еще пару минут все вместе. Для вкуса в самом конце добавлю чеснок, выдавленный через пресс. Выкладываю готовые овощи в емкость до остывания. Консервированный ананас. У меня колечками. Он придаст сладость. Это будет очень интересное экзотическое сочетание. Кабачки готовы. Достаю их из духовки. Также в подготовленную остывшую начинку добавляю мелко нарезанную зелень и половину натертого на терке сыра. Наполняю лодочки начинкой. Сверху посыпаю оставшимся сыром и отправляю в духовку еще минут на 10-15. Лодочки из цукини и аппетитная закуска из грибов уже ждут вас в заставках к видео. Подписывайтесь на канал, не пропускайте новые рецепты. Пишите в комментариях ваши любимые начинки для лодочек из кабачков. Приятного аппетита!